Трагические события на южнокорейском круизном пароме «Севоль». Катастрофа южнокорейского парома «Севоль» произошла у юго-западного побережья Корейского полуострова 16 апреля 2014 года. Паром следовал регулярным пассажирским рейсам из Инчхона на Чеджудо. Судно накренилось и затонуло. Погибло 304 человека. История приобретения корабля Южной Кореей. На момент покупки компанией Changhae Inmain в 2012 году кораблю, получившему название МВ Сеул, было 18 лет, и он был уже старым. С 1994 по 2012 год он использовался как транспортное судно для грузов и пассажиров японской компанией A-Line Ferry. Кораблю добавили 2 палубы пассажирского пространства и расширили грузовое пространство. Пассажировместимость увеличилась на 116 человек до 956, включая команду. «Севоль» начал свою деятельность 15 марта 2013 года. Он совершал 3 рейса в неделю из Инчхона на Чеджудо в 425 километров каждый в одну сторону продолжительностью 13 часов. На борту парома «Севоль» находилось 33 члена экипажа и 443 пассажира, 325 из них учащиеся и их учителя. Все из одной старшей школы Данвон, Гаансан, предвыпускные классы, которые в свое последнее школьное лето отправились в путешествие на остров Чеджудо. Также паром перевозил 2142 тонны грузов, включая 185 машин. Капитаном парома был отправлен сигнал СОС примерно в 20 километрах от Пхёнгхунда в 9 часов, ровно по местному времени, 16 апреля 2014 года. На место происшествия направили корабли Корейской береговой охраны, ВМС и вертолеты. В первые же часы внутри тонущего корабля была найдена мертвой 27-летняя женщина, член экипажа, а ученик старшей школы умер вскоре после прибытия в отделение неотложной помощи. В результате катастрофы 304 человека погибли, 9 человек числятся пропавшими без вести, включая 250 учеников старшей школы Данвон. Из 172 выживших, более половины были спасены рыбацкими лодками и другими коммерческими судами, которые прибыли на место происшествия примерно через 40 минут после береговой охраны Кореи. В ходе поисковой операции погибло еще 3 человека. Это были специалисты по подводным работам, 2 гражданских водолаза и 1 военнослужащий ВМС Южной Кореи. Гибель парома «Севоль» вызвала широкий общественный резонанс в Южной Корее. Многие критиковали действия капитана и экипажа, оператора парома и регулирующих органов. После катастрофы по решению суда были арестованы капитан судна, 68-летний Ли Джун Сок, и 2 его помощников. В ходе расследования выяснилось, что в момент аварии судном управляла неопытная 25-летняя женщина-штурман, которая на этой линии работала лишь 5-й месяц, а во флот пришла всего год назад. По предварительным данным, был сделан слишком резкий поворот, что спровоцировало сильный крен, начавший подвижки груза. Судно не смогло выправиться, завалилось на бок и перевернулось. Капитан покинул судно одним из первых. Пассажиры утверждают, что он не смог вовремя оценить опасность произошедшего и слишком затянул с объявлением эвакуации. Южнокорейский президент подвергла резкой критике действия капитана затонувшего парома и некоторых членов экипажа. Поведение капитана и некоторых членов экипажа
непостижимо с точки зрения здравого смысла, и это похоже на акт убийства, которое невозможно допустить. 22 апреля была выдвинута новая версия причины крушения парома. Как заявил представитель Министерства морских дел и рыболовства Южной Кореи, анализ данных автоматической системы фиксации курса судна предоставил новую картину происшедшего. По новой версии ситуация развивалась по схожему сценарию: поворот, движение груза, крен, завал. Но теперь корейские специалисты стали склоняться к тому, что фактор человеческой ошибки не был главной причиной катастрофы. Выяснилось, что излишне резкого поворота не было. В этой связи более внимательно изучается версия о неисправности технических систем судна. 11 ноября суд города Кванджу приговорил капитана парома к 36 годам тюремного заключения, хотя ему даже грозила смертная казнь. Остальные 14 членов экипажа, ответственные за навигацию и безопасность судна, получили сроки от 5 до 30 лет тюрьмы. Через 2 дня после вынесения приговора 8 членов экипажа, в том числе капитан парома, подали апелляцию, потребовав отмены обвинительного приговора и пересмотра дела. Ли Джун Сок просил сократить свой срок отбывания наказания в связи с преклонным возрастом. «28 апреля 2015 года апелляционный суд Южной Кореи отменил решение суда города Кванджу и приговорил капитана затонувшего в апреле 2014 года парома Севоль Ли Джун Сока к пожизненному заключению, признав его виновным в массовом убийстве.